お前はもう死んでいる。 Да ты чё? Кулак полярной звезды — это, блядь, самое мужицкое и брыжущее во все стороны тестостероном аниме за все время существования индустрии. Оно настолько брутальное, что его главный герой способен одним лишь указательным пальцем проткнуть своего противника как брикет растаявшего масла, после чего тот буквально взрывается изнутри, а его внутренности разлетаются на метры вокруг. Кулак полярной звезды — это не то аниме, где герой старается усидеть на двух стульях, спасти мир и при этом не пролить ни капли вражеской крови. Нет уж, по правилам этого мира, если ты хоть как-то перешел дорогу главному герою, то тебя в самом лучшем случае ждет полный пиздец в виде неторопливо раздувающейся и готовой взорваться в любую минуту головы, по ходу самоуничтожения которой ты успеешь по полной вкусить весь ужас приближающейся мучительной смерти. Кулак полярной звезды или же кулак северной звезды, кому как привычнее, в любом случае перевод будет не совсем правильный, это безусловно суровый батя всех современных сёнэнов, а его главный герой по имени Кенширо — это бесспорно прототип всех аниме-гигачадов, таких как Гатс, Ханмабаки и Джотро Куджа. Да и в принципе первые три части Джоджо вполне ощутимо вдохновлены кулаком полярной звезды, а фишка сотни прямых ударов и выкриком «Ора-Ора» или «Муда-Муда» и вовсе оттуда полностью скопирована. Да и по одной из версий всеми известная система фаталити из серии файтингов Mortal Kombat берет свое начало оттуда же. А про популярный мем «Омаева Моу Шиндерю» ты так или иначе скорее всего слышал еще до просмотра этого видео. И все это даже не говоря о том, что первоисточник аниме, то есть оригинальная манга, находится в топе самых продаваемых тайтлов за все время существования журнала Shonen Jump, уступая по количеству продаж разве что One Piece, Наруто и, как ни странно, уже названному Джоджо. А на ее основе помимо сериала 80-х годов вышло огромное количество полнометражных ремейков, спин-оффов, более 20 видеоигр, а также западная лайф-экшн экранизация с рейтингом 3,9 из 10, о существовании которой, возможно, тебе лучше и не знать. Но тогда следует закономерный вопрос: почему, несмотря на нереальный вклад в массовую культуру, на такую фундаментальную для индустрии франшизу сейчас всем как-то все равно? Ведь тот же боец Баки или Джоджо сейчас находится на очередном пике своей популярности, даже несмотря на свой весьма солидный возраст. И на самом деле в мировом масштабе кулак полярной звезды все так же сильно любят, а в Японии он и вовсе до сих пор все такой же культовый и находится в числе самых прибыльных франшиз. Как пример, вон 4 года назад по ней вышла полноценная видеоигра в жанре битэмап от создателей серии Якудза. Так что какой-никакой спрос на контент по этой вселенной все еще есть. Просто так получилось, что нас, русскоговорящих людей, кулак полярной звезды в большем своем объеме, как и многие другие весьма стоящие тайтлы, к несчастью обошел стороной. И по его вселенной до нас добралась лишь трехсерийная ова, которую без знания контекста смотреть смысла как такового-то и нет, да и со знанием скорее всего тоже, а также уже упомянутый мною фильм, который в конце 90-х и начале нулевых крутили по всем тогда доступным каналам. И собственно говоря, именно благодаря ему я впервые услышал об этой франшизе. Естественно, совсем тогда не понимая, что это лишь второсортный фильм на основе какого-то культового на западе аниме. Но на этом как бы и все. В остальных же случаях у всего оставшегося многообразия сюжетов в большинстве своем попросту отсутствует хоть сколько-нибудь удовлетворимая озвучка, что сразу же отсекает значимую часть потенциальных зрителей. А та озвучка, что есть, и вовсе способна навсегда отвернуть от просмотра всех тех, кто хоть как-то ее услышит. Серьезно, озвучка полнометражных ремейков от Кубы 77, которая вроде как является единственным видом озвучки, по всем параметрам просто отвратительна, так как ему абсолютно было насрать на суть всего происходящего, и каждая вторая реплика — это просто смехуечка ради смехуечки, и не более. За родину, за Москву, за Сталина! И подобный формат просмотра ничего другого, кроме чувства лютого кринжа и желания как можно скорее провалиться под землю, вызвать попросту не способен. Так что без шарящего проводника довольно сложно разобраться, с какой же стороны лучше подступить к ознакомлению с такой фундаментальной, культовой и невероятно крутой франшизой, как Кулак полярной звезды. Потому в качестве этого гида по миру ретро-аниме в очередной раз выступлю я и начну, пожалуй, с самой основы, а именно с сериала 84 года выхода. 経絡飛行の一つをついた。お前はもう死んでいる。
Действие Кулака разворачивается в ближайшем на тот момент постапокалиптическом будущем, в котором в ходе ядерной войны человеческая цивилизация была полностью уничтожена, оставив за собой лишь выжженную пустошь, посреди которой теперь покоятся руины уже бывших городов. А на обломках былого мира была построена новая, жестокая и беспощадная реальность, в которой люди делятся на слабых, тех, кто подчиняется, и сильных, тех, кто их себе подчиняет. Но что удивительно, главным оружием завоевания в этом новом мире оказались не палки, камни или даже пережившие апокалипсис огнестрел, а передающиеся из поколения в поколение боевые искусства, среди которых страшнейшим вполне заслуженно является школа Хакуто Шинкен, чья техника заключается в умении воздействовать на жизненно важные точки противника, подвергая того моментальной и мучительной смерти. Причем эта техника может как и запускать в теле человека режим самоуничтожения, так и наоборот, исцелять его и восстанавливать поврежденные органы. И это только лишь малая часть того, на что действительно способны ученики школы Хакуто. По списку возможностей там доходят чуть ли не до умения ходить по воде. Но в отличие от большинства других школ боевых искусств, из-за своей разрушительной силы у Хакуто Шинкен может быть лишь один достойный наследник, а остальным же ученикам после выбора преемника следует либо умереть, либо им попросту ломают руки для того, чтобы они больше никогда не смогли воспользоваться своим боевым стилем. И как нетрудно догадаться, тем самым наследником школы Хакуто в итоге оказывается главный герой аниме и манги по имени Кенширо. Только вот получается так, что по ходу некоторых событий, часть из которых останется для нас за кадром, остальные ученики школы все-таки сохранили за собой возможность использовать боевое искусство Хакуто Шинкен. Так что главному герою самой судьбой предначертано однажды сойтись с каждым из них в смертельной схватке, чтобы в итоге остаться единственным мастером школы Хакуто, а заодно и в принципе навести порядок в этом и без того опасном и безжалостном мире. Но в отличие от привычной нам структуры сюжета, где мы поэтапно проходим становление главного героя, на момент начала повествования Кенширо уже является наследником школы Хакуто, да и чуть ли не самым мощнейшим гигачадом во вселенной. И только в недавнем прошлом, которое мы видим через флешбеки, мы узнаем, что Кен не всегда был такой брутальной машиной для убийства, и когда-то давно он был достаточно мягким и робким молодым человеком. Ровно до того момента, как один из его приятелей по имени Шин запросто надрал ему жопу, похитил его любимую девушку, а заодно и оставил главному герою на память 7 шрамов на груди в виде созвездия Большой Медведицы. И вот уже после этой ситуации Кен утратил всю свою мягкость характера, свойственную главным героям сёнэнов, и стал бродить по пустошам, разыскивая свою возлюбленную, а заодно ломая руки, ноги и головы всем тем, кто этого действительно заслуживает. И по ходу своего странствия Кен все-таки берет след Шина, который там уже умудрился забабахать свою собственную маленькую империю, и уже возмужавший, очерствевший и отринувший любую жалость идет прямо в логово к своему заклятому врагу, чтобы наконец-то дать тому по жопе. Но, к сожалению, с победы над Шином все только-только начинается, ведь Кен узнает, что его 3 старших брата, также владеющие стилем Хакуто, все еще живы, и более того, имеют какие-то свои весьма коварные и хитрые планы. И Шин, в свою очередь, в этих планах был всего лишь маленькой эпизодической шестеркой. Так что Кен в очередной раз, не обретя покой, продолжает свое странствие, чтобы завершить свое последнее незаконченное дело. Собственно говоря, по такой схеме и будет построен весь дальнейший сюжет Кулака Полярной Звезды. Кенширо идет к супермощному боссу, по пути уничтожая его прихвостней мини-боссов, затем узнает о том, что босс-то на самом деле тоже чей-то мини-босс, после чего идет к на этот раз типа настоящему боссу, ну а дальше снова по схеме. И вот такой цикл за сюжет происходит раз 10, и это даже без учета второго сезона, который составляет 1/3 истории. И к этому нужно быть готовым, ведь как только ты поймешь, что сюжет вообще не блещет оригинальностью, а его структура максимально линейна настолько, насколько это возможно, то есть никаких чеховских ружей можешь в принципе не ждать, ведь Кен просто внезапно узнает о существовании нового босса ровно после сражения с предыдущим. И вот после осознания простоты главного сюжета есть 2 сценария развития событий. Ты либо разочаровываешься и дропаешь просмотр, понимая, что никаких грандиозных сюжетных поворотов тебя скорее всего не ждет, либо начинаешь воспринимать это не как минус, а как своеобразную фишку и переключаешь свое внимание с самого сюжета на другие элементы истории, в частности на целый гигантский пантеон охуенных, оригинальных и харизматичных героев, в часть из которых ты влюбляешься мгновенно, а другую часть начинаешь всей душой ненавидеть. А ведь каждый из них радикальным образом отличается от предыдущего, в частности, конечно же, злодеи. Один хочет построить свою собственную империю, другой хочет построить свою собственную империю, а еще третий, который хочет построить свою собственную империю, но обязательно руками маленьких детей. Ну или же герои, тут вот есть Иисус и Иисус номер 2.
Но на самом деле я, конечно же, шучу, и персонажи в Кулак Полярной Звезды — это, наверное, самая основная часть его главной выразительности. Персонажей тут много, они все крутые, интересные, но что главное, они не бессмертные. И несмотря на свой вклад в сюжет и ярчайшую харизму, герои тут весьма быстро умирают. Стоит только лишь искренне привязаться к какому-нибудь персонажу, понять его философию, взгляды на жизнь, как появляется какой-нибудь еще более сильный злодей и тут же убивает его нахуй. Так что будь готов при просмотре пролить парочку скупых мужских слезинок. Но зато такой подход добавляет весьма прямолинейному сюжету необходимого накала и довольно часто обновляет список действующих лиц, из-за чего интерес к просмотру даже спустя несколько десятков серий никуда не пропадает. Хочу как-то отдельно выделить своего фаворита среди всего пантеона персонажей, героя по имени Джуза, ведь он просто охуенный. Показывает врагам факи, пристает к девчонкам и всячески живет по кайфу, стараясь избегать сражений в мире, где драки и убийства — это единственное времяпрепровождение. Да и к тому же ему хватает наглости и крутизны для того, чтобы угнать коня у буквально самого сильного персонажа во всем аниме, просто для того, чтобы рофла ради поднасрать ему. Да и имя у него какое-то само по себе крутое — Джуза, что-то мне это напоминает. Так что хотя бы ради него одного однозначно стоит посмотреть или прочитать «Кулак Полярной Звезды». И удивительно, как авторам аниме-сериала удалось преобразовать ту невероятную жестокость, которой пестрит оригинальная манга, под весьма безобидный детский телеформат. Собственно говоря, никак. Головы противников со всем смакованием взрываются, перед этим характерно и неприятно деформируясь, из их животов вылетают кишки, их головы рубят пополам, ломают руки и ноги в обратную сторону, и чего только с ними не происходит. Но естественно, чтобы дети вдруг не травмировались, кровь тут не красная, а черная, и то только в момент самой смерти, а сами же противники умирают на фоне веселенько мигающего задника. И вот такой своеобразный и местами абсурдный подход делает аниме-сериал просто нереально плодотворной почвой для создания огромного количества всевозможных мемов. То Кеншира с каким-то каменным выражением лица спрячется в стоге сена, то Рей сорвет со своей напарницы одежду просто чтобы доказать ей, что она в первую очередь женщина, а не воин. И чего только стоит повторяющаяся из серии в серию сцена, по ходу которой Кеншира злится настолько, что на нем лопается верхняя одежда, после чего он с характерными выкриками начинает лупасить прямыми ударами пальцев прямо в лицо своего противника. И причем каждый раз, когда я слышу его фирменное я кайфую настолько сильно, будто я сам собственноручно за место Кеншира разношу сейчас в клочья какого-нибудь говнорожего рейдера. Да и вообще все, что касается звука, то есть саундтреки и эффекты, здесь просто на невероятном уровне. Опенинг я не скипнул ни разу, настолько он классный, и при прослушивании каждый раз как в первый рвет мне душу. А характерные атмосфере композиции внутри самого аниме все так же великолепно выводят меня на необходимые эмоции, будь то напряжение перед сражением или трагическая развязка. И в совокупности всех аспектов аниме-сериала неудивительно, что он послужил, а может быть служит до сих пор, богатым источником для всевозможного вдохновения. Тут действительно очень много крутых идей и запоминающихся образов, хоть и сама по себе история особенно сильно является продуктом массовой культуры 80-х годов. Ведь то, что сеттинг и образ главного героя взяты из серии фильмов «Безумный Макс», в частности со второй ее части, понятно и без каких-либо экспертных познаний. Да и то, что боевой стиль и характерные выкрики Кена были вдохновлены Брюсом Ли, тоже вполне очевидно. Естественно, что заигрывание западной культуры в большей степени применимо к первоисточнику, так как аниме практически полностью ему соответствует. Но так как эти образы взяты напрямую из кинематографа, то именно в аниме-формате они обретают дополнительный уровень охуенности и колорит своей эпохи. Но разберемся, откуда у всего этого ноги растут, и поговорим об оригинальной манге. Ее авторство принадлежит тандему, состоящему из двух человек. Художника по имени Тецуо Хара и сценариста по прозвищу Буронсон. И меня очень расстраивает, когда в качестве автора франшизы упоминают только лишь последнего, ведь оба автора внесли равнозначно ценный вклад в развитие оригинальной истории. Так что не стоит обделять Тецуо Хару вниманием, при том, что по сути с него-то все и началось. Еще до того, как они вместе с Буронсоном приступят к созданию своего магнум-опуса, Хара уже сильно увлекается боевыми искусствами, карьерой Брюса Ли, фильмографией Юсаку Мацуды и вот этим вот всем. И зная об увлечениях своего подчиненного, один из редакторов журнала Shonen Jump, в котором издавался Хара, предложил тому начать рисовать мангу про мастера боевых искусств, который бы уничтожал своих врагов ударами по акупунктурным точкам. Так и появилась демо-версия того самого уже нам знакомого кулака, односерийный рассказ про молодого Кеншира Касуми, которого жестоко подставляют и обвиняют в убийстве, которое он, конечно же, не совершал. После чего тот встает на путь мести и идет крушить черепушки всем своим причастным к
этому врагам. И, как можно понять из контекста, действие этого ваншота разворачивалось в привычной нам реальности, хоть в общих чертах история уже была ощутимо похожа на то, что получилось в итоге. Но сам же ваншот понравился читателям, так что у него даже спустя какое-то время вышло небольшое продолжение. Тем не менее, после него было принято решение перезапустить историю, а в качестве сценариста назначить Буронсона, который до этого также уже издавался в Джампе. И тот, насмотревшись Безумного Макса, меняет сеттинг наших дней на постапокалиптическое будущее, что, как покажет практика, окажется очень даже правильным решением. А вот первоначальная история про молодого Кеншира Касуми впоследствии получит свое воплощение в виде спин-оффа под названием «Кулак синего неба», который окажется куда более спорным в своем качестве, но тем не менее все равно найдет своего читателя и зрителя. И работая вместе, Хара и Буронсон, находясь на одной волне и будучи лютыми киноманами, в итоге создали тот самый культовый кулак Полярной Звезды, который сейчас заслуженно находится на Олимпе аниме-богов. Но если с мангой все понятно, так как она редко когда успевает устареть, то вот с аниме все не так однозначно. Там процесс устаревания происходит куда легче и быстрее. Но я буду прямолинейный и скажу, что Кулак Полярной Звезды все еще невероятно крутое и при этом действительно интересное аниме. Да, оно ощутимо долго разгоняется, и поначалу в нем видна экономия средств на анимации, так как, например, Космическая Кобра, вышедшая на 2 года раньше, при куда меньшей популярности выглядит и ощущается на 2 головы выше. Но в какой-то момент все минусы растворяются, а процесс просмотра начинает действительно приносить удовольствие, и чем дальше движется сюжет, тем больше спектр эмоций начинаешь испытывать. Оно не выглядит как что-то уже старое и несмотрибельное, если только ты не вонючий сноб. В ином случае в большинстве моментов попросту не на что жаловаться, и смотреть действительно хочется дальше и дальше. Да и тем более в нем отражена та уже канувшая в лету эпоха, в которой главные герои были не малолетними нытиками, а брутальными мужиками, скупыми на эмоциями и действующими всегда правильно и решительно. И хоть когда с персонажем можно себя проассоциировать, это конечно круто, но нужны и эталонные по каким-то нравственным качествам герои, такие как Кенширо, которые своим примером показывают, что опции отчаяться, опустить руки и поплакать в суровой реальности попросту нет. И единственное, что ты можешь сделать, это пойти и надавать по ебке всему плохому, что тебе противостоит. Кулак Полярной Звезды — это 100% классика, 100% годнота и 100%... Если тебе было интересно меня послушать и ты хочешь еще, то подписывайся на мои телеграммы, потому что их 2. Ставь лайки, комменты, вот эту всю шнягу ютуберскую, а также оформляй бусти, чтобы поддержать меня рублем и вступить в крутой секретный чатик, где мы общаемся, обсуждаем аниме и не только. На этом пока что все, а пока.